Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Названа главная проблема принятого закона об индексации работающим пенсионерам. Людям придется на время увольняться, чтобы получить пропущенные выплаты. Между выступлением Владимира Путина на ПМЭФ, в котором он предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, и принятием соответствующего закона прошло менее 3 недель. Депутаты рассмотрели инициативу президента, изложенную словами представителей «Единой России», в первом чтении. К вечеру того же дня внесли 16 поправок, 13 из которых оказались техническими, а 26 июня вынесли законопроект сразу на второе и третье чтение. По существу предложенного единороссами и поддержанного правительством текста возражали только Оксана Дмитриева и коммунист Алексей Куринный. Разными словами они сформулировали одну и ту же поправку – вернуть работающим пенсионерам не только право на индексацию, но и недополученные за 8 лет, с 2016 по 2024 годы, заморозки средства. По словам Дмитриевой, дополнительные расходы на такую компенсацию составят 350-400 миллиардов руб, но они возникнут в любом случае. Потому что наши работающие пенсионеры, прочтя на следующий день закон, пойдут тем путем, который они уже задействовали, будут увольняться, пересчитывать себе пенсию как неработающие пенсионеры, а потом снова либо возвращаться, либо не возвращаться на работу, пояснила независимый депутат. Лучше уж сразу все вернуть, а не создавать броуновское движение, заставляя людей прибегать к схеме самонастройки пенсионной системы. Алексей Куринный, в свою очередь, сообщил, что предложенный законопроект будет воспринят как обман многими нашими гражданами. Он говорит, что индексацию мы рассчитаем, как будто у вас пенсия 30 тысяч, но сама пенсия у вас останется прежней 20 тысяч руб. Поэтому предлагается проиндексировать одновременно тело пенсии, привести ее к тому моменту, какой она должна быть у человека, если бы регулярно индексировалась. И от этого уже нормально, спокойно индексировать, заявил депутат. В противном случае, спрогнозировал Куринный, возникнет неразбериха и недоверие, а также огромное количество вопросов, как Госдума выполняет поручения президента. Однако авторы законопроекта и присутствовавший на заседании министр труда и соцзащиты Антон Котяков заверили, что ни у кого подобных вопросов не возникнет. Президент поручал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, и именно эта задача решается законопроектом. Что касается возвращения всех пропущенных с 2016 года индексаций, то это потребует гораздо больше средств, чем посчитала Дмитриева. Сейчас социальный фонд не имеет возможности провести такую компенсацию, признал Котяков. Именно поэтому выбран компромиссный вариант. Сами пенсии останутся прежними, но индексация будет рассчитываться исходя из той суммы, которую человек получал, если бы не работал. А перерасчет тела пенсии будет сделан, но только после увольнения. Оксану Дмитриева насторожила, что авторы законопроекта вычеркнули из ФЗ о страховых пенсиях пункт 8 статьи 26.1, в котором описывалась процедура увольнения с работы, восстановления пенсии за счет пропущенных компенсаций и сохранения возросшего размера выплат при повторном трудоустройстве. К такой схеме сейчас ежегодно прибегают тысячи людей. Но ей объяснили, что поправка носит технический характер, в действительности процедура будет сохранена. Однако опытная Дмитриева попросила зафиксировать эти обещания чиновников в стенограмме. Чтобы работники социального фонда не понимали это так, что раз пункт устранили, то теперь этот механизм отсутствует, пояснила она. После этого законопроект был одобрен единогласно сначала во втором, а потом и в третьем чтении. Депутаты призвали друг друга и правительство признать, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году был ошибкой и впредь ничего подобного не допускать. Госдума оперативно и единогласно приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Поправки независимого депутата Оксаны Дмитриевой и КПРФ, предлагавших компенсировать гражданам те суммы, которые они недополучили за 8 лет заморозки, не встретили понимания у коллег. Глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов напомнил, что президент поручил вернуть индексацию, а про компенсацию ничего не говорил. Этот вопрос решается данным законопроектом, подчеркнул он. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.